Друзья, рады приветствовать всех на нашем канале Дима и Лиля. Это интересно. Сегодня у нас 30 мая. Посмотрите, как я одета. Я одета очень тепло. Это по сравнению с нашим предыдущим видео, когда мы с Димой открывали купальный сезон, и уже на пляже было не протолкнуться, столько было людей. А сегодня температура у нас порядка где-то 20 градусов. Одеты мы достаточно тепло. Ну и, наверное, по окружающей меня обстановке вы поняли, что мы находимся сейчас не в Мариуполе. Да, это Ростов-на-Дону. Почему мы приехали в Ростов-на-Дону? Потому что с сегодняшнего дня начинается новый отсчет времени. Мы с Димой отправляемся в новое путешествие. Мы его очень долго ждали. Билеты у нас уже куплены, чемоданы наши собраны. Вот таких два наших несменных красавца стоят. И мы отправляемся сегодня из Ростова в следующий наш город. Чуть позже, конечно, о нем расскажем. Поездка у нас из Мариуполя в Ростов заняла больше, чем обычно по времени. Мы добирались в Ростов, по-моему, 4,5 часа. И за этот период времени, сколько мы добирались, погода менялась, буквально через какие-то полчаса она была абсолютно разная. У нас был и дождь, у нас было и солнце. Ну, как вот и сейчас мы приехали в Ростов. С одной стороны где-то светит солнышко, а с другой стороны такие синие, даже черные, наверное, дождевые тучи. Почему такая была у нас длительная поездка? Потому что, как вы все знаете, что идет расширение трассы Р-280 Новороссия, и там ограниченное движение, реверсивное было движение, поэтому мы очень долго стояли в пробках. Ну, естественно, я все это продумала. Прежде чем покупать билеты, я учла этот момент, что, да, будет длительная поездка, и чтобы у меня был хороший перерыв между приездом в Ростов, ну, обозначенным, потому что должны мы вообще были приехать в Ростов в 3:30, а приехали мы почти в 5 часов. До поезда у нас есть еще время, так что мы сейчас еще успеем что-то поесть, потому что за этот период мы уже проголодались и будем скоро садиться на наш поезд. Такие трамвайчики красивые ходят. Мы с Димой уже поели. Сейчас зашли уже на территорию вокзала. Дима у нас сегодня носильщик с чемоданами. Что ты рассматриваешь, картиночки, да? Тарелочка с Ростова. А, тарелочки такие красивые. А у нас нет, да, 750, 700, и вверху 1000 рублей. Ну, либо вот такие вот магнитики можно приобрести по 300, по 200. Ну что, у нас время уже поджимает. Ну, бывает, Дим. Нам нужно подняться на второй этаж, на эскалатор, чтобы спуститься на свой путь. Друзья, буквально несколько минут нас отделяет от того, что мы сейчас спустимся на свой путь и сядем в поезд, который нас отправит в новое путешествие. Почему я говорю слово путешествие? Почему не говорю слово отпуск? Отпуск, как многие понимают, человек берет какой-то тур там, на неделю, на 2 недели максимум и отправляется в отпуск. У нас с Димой все по-другому. Как обычно, мы всегда все планируем и бронируем самостоятельно. Так же самое и это наше путешествие. Это будет самостоятельная поездка. И хочу еще сказать, что мы пока что едем с билетом в один конец. Назад мы билеты еще не покупали. И куда мы поедем? Оставайтесь с нами, будет интересно. Также подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Там, естественно, вы всегда можете узнать более актуальную информацию, которая у нас выходит день в день. Ну что, чемоданы приготовлены, отправляемся в поезд. Наш поезд прибывает на 4-й путь. Вышли мы уже к поезду. Посмотрите, какой идет дождь. Ну это надо такое. Ростов нас провожает дождиком. Вот он, прибывает наш красавец. Дима. Ну что, друзья, сели мы уже в свое купе. Я всегда заказываю купе, потому что закрыть дверь мне, например, для нас, Дима, это более комфортно, кажется, ездить в купе. Я всегда заказываю, заранее бронируя только нижние места.
Ну, один раз мы, правда, с Димой пытались сэкономить немножко, потому что верхнее место, естественно, стоит дешевле. Но я на нем спала, я себя очень некомфортно чувствую наверху, поэтому я лучше 2 нижних места. У нас очень комфортное купе, огромное такое зеркало, а еще у нас есть телевизор наверху. Но единственный момент, что, как нам объяснила проводник, сказала, что сейчас сняли какой-то там ресивер на ремонт, и пока что телевизор не работает. У нас постельное нам уже дали. Также нам дали тапочки. Первые тапочки у нас из Астрахани. Ну, я шучу, конечно, это просто картинка Астрахань. А вторые тапочки у нас Владивосток. Передаем огромный привет Владивостоку и Астрахани, но это не намек. Друзья, едем мы в Минеральные воды. Вот в таком комфортном купе мы уже приготовили себе ужин. Все у нас уже готово, я уже переоделась. И отправляемся с вами далее по направлению Минеральные воды. Все, друзья, застелили мы постельное белье. И, кстати, хочу сказать, что едем мы в купе с Димой вдвоем. Ну, пока что, по крайней мере, сейчас только мы вдвоем едем. И отдельно еще хочу сказать, это вот сколько мы с Димой путешествуем, это первый раз, когда нам в поезде дали вот этот вот набор, ну, тапочки, как нам сказали. Но здесь не только тапочки. Вот сейчас при вас открываю новый набор для Димы. Это, кстати, очень удобно и очень комфортно. Ай-ай. Ой, ну сейчас, Дим, будем меняться с тобой, наверное, тапочками. Посмотри, какой тебе цвет достался. А у меня вот зелененькие. Здесь помимо тапочек еще ложка для обуви, влажные салфетки и одноразовый такой набор, зубная паста и зубная щетка. Я скажу, это очень удобно и очень комфортно. Респект, как говорится, РЖД за такие вот одноразовые вещи. Ну что, меняемся тапочками? Давай поменяемся. Или будешь розовый ходить? Там есть все. На тебе салатного. Везде дорожечки такие ковровые, покрытия. Ну, очень приятно, мне очень нравится. Поезд следует из города Москва в город Назрань. Что, двигаемся? Потихонечку мы уже приближаемся к Минеральным водам. Ну что, друзья, уже вечереет, пора нам перекусить. Взяли мы с собой с Мариуполя йогурт. Вот такие вот булочки называются маковки. Они так пахнут. Тоже мариупольские. Друзья, всем приятного аппетита, кто ужинает вместе с нами. Ну а нам приятной поездки. Сейчас поужинаем и будем ложиться спать. Потому что нам очень-очень рано вставать. 3 часа ночи, да? Да, в 3:50 прибывают, но встать, понятно, нужно заранее. Спокойной ночи. Друзья, всем доброе утро. Продолжаем мы свое путешествие. И сейчас 3:52. Мы прибыли в город Минеральные воды. Я думаю, по названию у меня за спиной видно. Вокзал очень красивый. Такие резные прям вверху колонн. Очень красивый вокзал. И сразу первое ощущение, когда мы приехали в Минеральные воды. Друзья, здесь очень холодно. Вот мы сейчас вышли, ну, мне довольно-таки прохладно. И когда в поезде на табло светилась температура плюс 10 градусов, ну, довольно прохладно. Но единственное, что сразу скажу, мы вот с Димой, когда вышли с поезда, сразу обратили внимание на то, что очень какой-то такой приятный запах в городе. И какой-то совсем другой воздух, не такой, как он у нас. Дима говорит, ну какая-то вроде как влажность повышенная. Мы же все-таки находимся при Эльбрусье. Красивые колонны, а еще обратили внимание на то, что здесь, ну, наверное, все-таки горная местность, горный орел нас встречает. И вот очень-очень много птичек поют. 3:52, ну, 4 часа, грубо говоря, и уже рассветает. И я скажу, что я даже, ну, наверное, как-то и выспалась. Все-таки мне очень нравится путешествовать в поезде, когда под стук колес этих немножко засыпаешь. Вышли мы уже за территорию ЖД вокзала. Находимся сейчас на такой вот площади перед вокзалом. Здесь можно поиграть в шахматы. Стоят такие шахматные фигуры. Еще, конечно, немноголюдно, потому что раннее утро, все еще спят, но, тем не менее, таксисты уже
на стреме стоят, ждут своих пассажиров, которые отправят в следующее место. Следующее место наше с Димой это будет аэропорт. Пока мы ожидаем свое такси, решили немножко прогуляться по этой площади. Здесь с самого утра работает фонтанчик. И, друзья, посмотрите, вот на фоне вот фонтана, на фоне этого рассвета, как это красиво. Такой розовый, яркий какой-то рассвет, очень красиво. Мне кажется, городок такой небольшой, такие здесь на площади, такие перед ЖД вокзалом, интересные фигуры, как, например, вот этот вот фонарь. Такой интересный арт-объект. Якобы его скрутили, завязали на бантик. Нет, так оригинально, да, смотрится? Прикольно. Угу. Такое приятное впечатление, по крайней мере, у нас от города. И вот этот вот сумасшедший просто рассвет. Все, друзья, добрались мы уже в аэропорт. И здесь обновление. Мы последний раз здесь были в 24-м году, когда прилетали из Египта. И здесь не было еще вот этого здания аэропорта. Это построили, открыли буквально год назад, как нам сказал таксист, в мае месяце в прошлом году. Это для внутренних рейсов, а вот этот терминал так и остался для международных рейсов. Ну что, направляемся мы в терминал, который находится у нас с правой стороны, соответственно, на международные рейсы. И я скажу, что здесь очень холодно. Мы приехали, по крайней мере, внутри, там в городе было, гораздо теплее. А здесь впереди меня горы. И отсюда, как сказал нам водитель, здесь постоянно, говорит, ветра. И здесь довольно прохладно. Так что заходим вовнутрь, потому что я уже вообще просто замерзла. Друзья, все, прошли мы регистрацию, получили свои посадочные талоны, сдали свой багаж. Хочу сразу сказать, что при вылете обязательно наличие страховки. Предварительно, кто не сделал страховку, все стояли возле стойки регистрации и делали страховку. У нас все было готово, естественно, я все эти нюансы учла, оформила страховку для вылета, для пребывания в той стране, куда мы сейчас летим. Мы уже в зале ожидания, уже объявили посадку на наш рейс. Люди собираются в очередь. Впереди у нас самолет, я надеюсь, видно за стеклом, на который мы сейчас пройдем и будем летать. Идем мы уже на посадку. Наш самолет компании «Азимут». Я так понимаю, самолет будет полностью загружен, потому что людей очень много. Впереди и сзади люди идут. Что, счастливый путешественник. Начинается наше путешествие. Ну что, друзья, буквально прошло каких-то полчаса. Мы больше ждали именно подготовки самого полета. А сам полет шел 30 минут, это от силы. Все отлично, взлетели, приземлились, все мягенько, все классно. И находимся мы сейчас в аэропорту города Тбилиси, аэропорт имени Шатар Ставели. Как нам сказал капитан корабля нашего воздушного судна, что в Тбилиси хорошая погода, 16 градусов тепла. Скажу, что мне вот так вот абсолютно не жарко, достаточно комфортно, но здесь очень сильный ветер. Может быть, это из-за того, что в аэропорту мы находимся, естественно, там, где будет многоэтажная застройка. Возможно, там ветер не такой будет сильный, у меня просто волосы все развиваются на этом ветру. Сейчас мы с Димой ищем такси. Сразу мы, когда прилетели, кстати, по поводу страховки хотела сказать, при вылете обязательно наличие страховки. Но когда мы прилетели в Грузию, страховки никто вообще даже и речи не замолвил. Вообще никто ничего не спрашивал. Я прошла регистрацию буквально там каких-то несколько секунд, паспорт дала, откуда прилетели. На русском языке разговаривают, кстати. Там с минеральных вод. Все, добро пожаловать в Тбилиси. Все, я прошла. Диму там немножко, буквально там 5 минут каких-то задержали. И все. И вообще очень-очень все быстро. Никаких страховок, никто ничего не спросил. Боже мой, какой ветер. Я надеюсь, наша ветрозащита сработает.
Прилетели мы в Грузию буквально на один денек, потому что это у нас транзитная страна. Дальше мы будем путешествовать только уже завтра. Мы здесь остановились специально, чтобы не так сильно и не так напряжно было следующий рейс наш совершить, потому что он будет ночной. И Дима говорит, давай останемся на один денек в Тбилиси, ну посмотрим, в принципе, город. Поэтому мы решили на один день забронировать здесь номер. Но для того, чтобы нам добраться до нашего отеля, отельчик небольшой, ну типа апарт-отель с завтраком, нам нужно доехать на такси. Мы спросили, сколько стоит такси. Цена 80 лари, либо $30. Можно обменять рубли, там очень много обменников внутри в аэропорту. Мы решили в аэропорту не снимать, потому что не хотим, чтобы к нам предъявляли какие-либо претензии. Это новая для нас страна. И сами прошлись, чтобы сдать рубли, например, 1000 рублей, мы получим 23,50 лари. Это вот здесь, вот в обменниках, именно на территории аэропорта. Но нам уже таксисты, естественно, все подошли, начали все уже зазывать, давайте отвезем. Стоимость $30, как я сказала, или 80 лари. Любой валютой можно рассчитаться, ну, понятно, кроме рублями. Рубли только можно обменять в обменнике. Все, друзья, мы сейчас идем на такси и едем в наш отель.
наконец-то добрались мы до своего отеля. Он находится у меня за спиной. Название отеля Metehi Line Hotel. Ехали мы, наверное, по времени минут 20. Поездка у нас была на автомобиле Tesla. Я в своей жизни впервые ехала на такси на Тесле. Очень приятная поездка. Кстати, эта поездка нам обошлась в 70 лари. Мы нашли другого водителя, другого таксиста и заплатили 70 лари. В долларах здесь не принимается. Валюта ходит здесь только лари. Нам водитель остановил возле обменника. Мы обменяли доллары на лари. Получилось по курсу $50. Лари нам дали 133. Зашли мы уже в сам отель. Регистрация в отеле начинается с 14:30, то есть предоставляют номер в 14:30. Так как еще рано, нам сказали немножко подождать. Взяли наши чемоданы, говорит, можете оставить чемоданы и ожидайте 14:30. Так что, друзья, ждем 14:30, когда нам предоставят наш номер. Друзья, дождались мы свой номер. Предоставили нам номер 306, как нам объяснили, что нам сделали апгрейд, потому что я заранее бронировала номер обычный, стандартный, а нам сделали апгрейд. Не знаю, в честь чего. У нас теперь номер с балконом. Но как я люблю, чтобы был эффект первого захода в номер, то есть эмоции так лучше выражаются на камеру, мне кажется, когда мы еще не заходили в сам номер, мы вот стоим только с чемоданами по лифту, на лифте мы поднялись на наш 3-й этаж. Ну и давайте наконец-то пройдем в наш номер. Приятный запах, сразу скажу. Я очень люблю, вот когда заходишь в светлый номер. Я скажу, мне очень нравится. И у нас не просто балкон, а такой, как какая-то терраса такая небольшая. Давай сразу на балкон, потому что, наверное, мне так кажется, что это будет изюминка нашего номера. Пошли выйдем. Так. Забаррикадировали где-то нас. Ой, на улице ветер. Дима, тебе понравится? Балкон шикарный. Да. Балкон супер, конечно. Я же говорю, как какая-то терраса такая небольшая. Здесь можно посидеть, посмотреть на соседний отель, либо справа, либо слева. Ну и давайте зайдем в номер, посмотрим вообще, что у нас есть в номере. Так, я тут запуталась немножко. Сразу у нас есть рабочая зона, есть водичка, есть чайник, есть кофе, чай, сахар, все эти принадлежности, все есть. Есть небольшой такой холодильник, естественно, он пустой. Вот 2 водички, шкаф-купе, тапочки. По стандарту все это для обуви, чистка. Есть вешалки. Здесь отдельная вешалка для багажа. Такая вот огромная кровать. Да, кровать хорошая, не маленькая. Белоснежная. В таких интересных бежевых тонах получается сам номер. 2 прикроватные тумбочки. Телефон как по стандарту. И телевизор. Телевизор как раз напротив кровати. Очень хорошо. Кондиционер, смотрю, здесь есть. 24 градуса охлажденная комната. Кстати, мы так и не закрыли еще свой номер. Так, и вот у нас туалет и душевая кабинка, получается, здесь есть. Как обычно, по стандарту, полотенце для ног, 2 полотенца для лица, 2 банных полотенца. Такая красивый умывальник, но я смотрю, здесь никаких принадлежностей нет, кроме 2 таких маленьких кусочков мыла. Гель для душа, смотрю, и шампунь есть внутри, в душевой кабинке. Так, приятно, беленько. Есть, как обычно, фен. Вот такой вот у нас номер. Цена этого номера мы, получается, заплатили. Это вместе с завтраком. Завтра у нас будет до 10 часов завтрак. Вот за это все мы заплатили 120 лари. Ну а на этом, друзья, мы будем с вами прощаться.
заканчивать это видео. Оставайтесь с нами. Наше путешествие начинается. Дальше будет интересно. До новых встреч в следующих видео.